Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим об ваших ощущениях в вашем доме. Если вы это ощущаете, вы это чувствуете, обязательно проведите чистку жилья, потому что именно чистка жилья необходима именно в этих ситуациях. Что же это за такие ситуации и как они влияют на нас, на членов нашей семьи, на нашу жизнь, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра. Вы знаете, очень достаточно плохо, когда в нашем доме, в квартире или даже в арендуемой квартире присутствуют негативные энергии. Но еще хуже, когда вот эти негативные энергии блокируют потоки изобилия, достатка, благополучия. И в наш дом больше не попадают никакие другие энергии, так как получается энергетический застой, который начинает разрушать все вокруг. В нашем доме становится неприятно находиться, не получается выспаться, а во время сна одолевают нас разные кошмары, плохие какие-то сны, и мы с вами просыпаемся разбитыми. И периодически, когда мы находимся в таком доме, нам просто тяжело. Поэтому, чтобы такого не происходило, важно заполнять свой дом положительными энергиями, периодически проводить различные энергетические чистки, убирать из дома полностью все ссоры, скандалы, выяснение отношений. Ведь если этого всего не соблюдать, то у вас не получится в доме удержать положительные энергии. Поэтому, если в вашем доме присущи такие признаки, а это означает, что нужно немедленно чистить такой дом, так как такой негатив, он как раковая опухоль, становится все больше и больше, заполняет ваш дом, и это уже становится опасно для вас и для тех членов семьи, которые проживают в таком доме или квартире. Поэтому, если на постоянной основе у вас начинают пропадать и теряться какие-то вещи, предметы, и при этом через время вы не можете их найти, то знайте, что это знаки вашего домового, что в доме вашем столько негатива, что он сам домовой, вот это вот неживое существо, нематериальное существо, уже с ним не справляется. Далее, если вазоны, которые находятся в вашем доме, начинают сохнуть, терять листья, а со временем и вовсе пропадать, а цветы в букете, которые вы приносите, больше суток не стоят, хотя вы знаете, что, например, у вас на работе или где-то в другом месте такие цветы бы простояли как минимум неделю или хотя бы 3-4 дня. Далее, если бытовая техника и одна за другой постоянно ломается, а сломалась техника, вы купили новую технику, и через очень короткое время ее ждет та же участь. Также все время выходят из строя краны, душевые лейки, начинает капать вода. И только вы, казалось бы, все починили, все отремонтировали, все сделали, как совсем за короткий период времени у вас все начинается снова. Также начинаются проблемы и с трубами. Далее электрические лампочки вам приходится менять минимум раз в неделю, а то и чаще. Только вкрутили, включили, бах, и лампочка сгорела. Далее, после сна вы не то что не можете восстановиться, вы чувствуете себя разбитым, и у вас даже начинается сильный упадок сил. Вы чувствуете, что вы энергетически полностью истощены, и вам периодически даже шевелиться лень или совсем вообще не хочется ничего делать. Также в вашем доме не прекращаются скандалы между людьми, которые в нем проживают. Даже маленький предлог перерастает в какую-то большую ссору, при этом с неприятным финалом. В доме, который наполнен сильным негативом, также происходят конфликты, ссоры, скандалы. И при этом это все, вот этот негатив возникает из ничего, который в результате и приводит вас к разводу. В отношениях близких часто из-за домашнего негатива начинает присутствовать ложь и потеря взаимопонимания. А у людей, которые живут в таком доме, начинается депрессия. Постоянно хочется плакать, и, что страшнее всего, хочется покинуть свой же дом и никогда больше в него не возвращаться.
Далее вам могут слышаться непонятные постоянные звуки. Даже может казаться, что за спиной кто-то все время стоит, а повернувшись, оказывается, что никого нет. Страшно находиться вам и самому в таком доме. Вам даже хочется, знаете, вот спрятаться, накрыться одеялом, хочется закрыться в комнате. Также периодически у вас, например, может начинаться приступ паники и становиться вам тяжело. Вам хочется открыть окно и, например, впустить воздух с улицы. Но когда вы это делаете, у вас состояние улучшается, настроение поднимается, вам становится, знаете, как немного лучше. Но это ненадолго. Часто люди, которые не подозревая, живут с приоткрытыми окнами и оправдывают негативное состояние дома именно с нехваткой воздуха и состоянием здоровья. Также животные, которые появляются в доме, ведут себя все время беспокойно и даже периодически стараются сбежать. Ведь потому что они на энергетическом уровне, вот они быстрее чувствуют все, чем человек. Также в вашем доме могут завестись тараканы, моль, муравьи, также разные насекомые, которые попадают в дом непонятно как, даже когда окна вроде бы и закрыты или защищены сетками. И избавиться от таких насекомых совсем, казалось бы, непросто. Вы их побороли, сейчас в современном мире достаточно много есть всевозможных препаратов, отпугивателей и так далее, и так далее. А проходит буквально пару дней, и снова эти насекомые появляются у вас в доме. Также могут быстро портиться продукты. Молоко не стоит и сутки в вашем доме, потому что, опять же, у вас есть негатив. И мы говорим о любом молоке, не только магазинном. Также начинают скрипеть двери, и даже сами они могут периодически закрываться. Хотя вы знаете наверняка, что сквозняка у вас нет. Знаете, как какой-то полтергейст прямо. Появляются и различные неприятные запахи, застоявшейся, например, воды, сырости, тухлости. В доме, наполненном негативом, появляется также и плесень, которая очень быстро распространяется. Поэтому, чтобы всего этого не было, вам нужно срочно проводить чистку вашего дома. И вообще, когда вы чувствуете, что вам дискомфортно в вашем доме, вам нехорошо, вам неуютно, вы устаете, вам хочется постоянно спать, знаете, вам пора проводить чистку вашего дома. Для этого уберите все старые, рваные, ненужные вещи, предметы. Обязательно вынесите их из дома, потому что именно, возможно, такие вещи, они притягивают негатив, потому что они старые, потому что они рваные, они с дырками. И когда вы от них избавитесь, вы увидите сразу, что вам станет в доме приятно находиться. Затем обязательно возьмите проточную водичку, вкиньте в нее 3 щепоточки крупной соли и 3 веточки мяты. И если у вас нет мяты, ничего страшного, соль, она имеет очень магическую и такую мощную силу. Возьмите обязательно тряпку и этой водой вымойте все полы в вашем доме. Только, пожалуйста, мойте тщательно, углы в том числе. То есть не нужно делать лишь бы делать. Научитесь все делать качественно. Во-первых, вы делаете в своем доме или квартире, и вы делаете для себя. Когда вы будете проводить, мыть полы, обязательно проговаривайте следующие волшебные слова. Пол мою, все плохое смою, на смену ему все только хорошее в дом притяну. Проделав это, воду выливаем, а тряпку сразу вынесите из дома и выбросите ее. Когда вы навели порядок в доме, возьмите, заварите себе чай. Можете с ромашкой, можете с мятой. Благо сейчас есть много различных аптек, различных магазинов, где вы можете купить, например, именно чаи, именно натуральные. Обязательно примите душ, умойтесь водичкой. И обязательно, именно проведя практику с тем, что вы принимаете душ или ванну, это поможет вам убрать негатив, который накопился на вас во время того, как вы очищали свой дом от негатива. Проделав это, вы увидите, как сразу приятно вам станет находиться в вашем доме, как вы станете хорошо себя чувствовать, как изменятся, возможно, и отношения между членами семьи, которые живут в таком доме. Также старайтесь не допускать до такого
что вам придется делать вот глобальную, знаете, генеральную уборку в своем доме. А возьмите за правило проводить вот такую вот чистку своего дома, квартиры. Даже если это арендованная квартира, знаете, вы в нее заезжаете, вы начинаете жить, вы обустраиваете, соответственно, начинают уже витать ваши энергии. И вот проводите вот такую чистку жилья хотя бы раз в месяц. Это поможет вам очиститься от негатива и открыться вот потоку созидания, изобилия, достатка, благополучия. Потому что та энергия, которая у нас есть в доме, которая она витает, она влияет также с вами и на нас. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации нашего канала вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на сам канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вот именно происходят вот такие вот неординарные ситуации и моменты в жизни. А также поделитесь с теми людьми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всем приятного просмотра. Услышимся уже в следующем видео.